А йоу, чуваки, вы на канале Айду. Как-то быстро настала зима. Кажется, что как-то слишком быстро. К тому же в 10 мире откуда-то взялся снег, а ведь обычно там, где сейчас морозы метель, раньше были цветущие и пахнущие поля. Наступало время зимних праздников. Кто-то встречает Новый год где-то в шумных и людных местах, кто-то в тепле и уюте рядом с семьей, в одиночку залипая фильмы и сериалы, чтобы скрасить одинокий вечер, а кому-то может быть совсем не до него. Что же касается меня, я решил встретить Новый год в Альхейме, накрошить оливье, поставить елку, приготовить подарки и подвести итоги первого года ведения YouTube канала, поздравить всех вас с наступающими праздниками и попытаться воссоздать новогоднюю атмосферу здесь, в 10 мире, чтобы поделиться ею с вами. Merry Christmas, bitches! Специально для этого видео я построил себе очень маленький и очень уютный домик, и это видео будет небольшой новогодней историей, после которой останется разве что только Стекловату Новый год спеть. Так, для начала давайте войдем в дом. Извините, я здесь живу не один. И как все-таки приятно возвращаться туда, где тебя всегда ждут. Как видите, домик очень маленький, но оттого еще более комфортный и уютный. Признаться, я еще никогда не встречал Новый год в Альхейме, и я, совершенно не имею понятия, с чего мне стоит начать. Меня зовут Дмитрий, на канал Куплинов. В Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли палатки. Сьогодні вже встановлюється новорічна йолка, і люди почнуть дуже-дуже... Точно, елка. Ну, поскольку у меня уже был топор и немного еды, чтобы не отлететь от нападок пеньков, я сразу же пошел в черный лес. Вот только... Вот, так намного лучше. Сейчас срубим одно деревце, и этого должно хватить. Вроде бы ничего сложного. Ёлочка мне нравится! Ёлочка, мне нравится! А вот это, по-моему, уже перебор. Что ж, придется немного задержаться здесь, чтобы, так сказать, воздать черному лесу и его жителям по заслугам. Ну, теперь, когда черный лес не такой уж и черный, можно возвращаться домой и ставить елку. Но вдруг магия зимы в Альхейме развеялась, а потом тут же вернулась обратно. Погода была то чересчур теплой, то невыносимо холодной, как будто какая-то сила искажает ее истинную суть. Чтобы разузнать, в чем причина, я отправился к Хильдир, новенькой торговке в 10 мире, с которой я еще даже не был знаком. Я чувствовал, что приключение будет опасным, поэтому попросил друга мне помочь. Вдвоем, как говорится, и веселее, и легче, да и путешествие можно будет скрасить за размеренной беседой. Хильдир рассказала нам о 3 проклятых рождественских духах, которые принесли с собой холода и исказили праздничное волшебство в этом мире до неузнаваемости. Это были духи старого, нынешнего и будущего Рождества. Здесь, в 10 мире, Новый год и Рождество были не разными праздниками, а единым целым, потому что всех викингов, чьи души оказались здесь в этот день, объединяло лишь одно. Все они в это время желали собраться в уютном и теплом кругу близких людей и провести прошедший год в домашней обстановке. Хильдир указала места, где могут обитать эти проклятые существа, и чтобы не тянуть время, мы сразу отправились в путь. Где-то в заснеженных холмах нас должен был ожидать первый дух ушедшего Рождества. А поскольку прошлый год был очень тяжелым для всех нас, мы представляли, что может ждать нас впереди. В пути к заснеженной вершине мы не могли налюбоваться той красотой, которую принес сюда снег, ведь до сегодня ничего кроме зеленой травы мы здесь не видели. Так непривично виглядить. Да, прям красиво.
Единственное, что осталось прежним в этом мире, это горы, но что они скрывали в себе, нам только предстояло узнать. Внутри нас поджидали дьявольские прихвостни, ульвы, и их было здесь настолько много, что нам пришлось отступать. Но все же, собравшись силами и объединив усилия, мы постепенно нашли его, злого духа, именуемого Гейрафом. А у тебя был второй вариант, типа шпок-пупок? Видимо, он выбрал себе оболочку в виде одного из культистов, которые обычно обитали в таких местах, но сила духа извратила их магию, превратив огонь в мороз. Проклятый дух ушедшего Рождества был черств и холоден, символизируя то, насколько холодными друг к другу были люди в этот год. Чтобы вернуть гармонию обратно в этот мир, нам пришлось сразиться с этим духом. Это было трудно, и мы ожидали гораздо меньшего сопротивления, но постепенно мы смогли адаптироваться, и командная работа показала духу, что люди в этом мире еще способны работать сообща, работать плечом к плечу ради общего блага. Проклятый дух оставил после себя огромный запертый сундук, и оказалось, что здесь были утерянные вещи той самой Хильдир, для которой, очевидно, в этом деле были и свои личные интересы. Для подобных опасных заданий у нас был отдельный дом, который одновременно служил мастерской и кухней. Здесь мы восстанавливались после сражений и готовились к будущим приключениям. Когда мы вернули сундук на место, Хильдир восстановила часть утраченных вещей, и ассортимент продаваемых ею товаров обновился. Но нами двигала жажда вернуть баланс в этот мир и изгнать проклятых духов Рождества. Мы двинули в путь, покоряя море. Как это обычно и бывает, мир работал против нас, и плыть приходилось против ветра. Мы знали лишь то, что где-то в равнинах нас поджидает запечатанная башня, в которой обитает дух настоящего Рождества. Мы даже и представить не могли, какое испытание будет ждать нас впереди. Злые силы запечатали башню, чтобы мы не смогли в нее пробраться, и найти путь туда нужно было еще постараться. И мы, как викинги, давно не чувствующие вкуса приключений, уже успели растерять все свои навыки, поэтому частенько ломались уже на стадии карабкания. Це відео нікому не можна показувати, як ми граємо. Нам было трудно не только потому, что мы не были как следует подготовлены, но и из-за того, что я был заядлым лучником, давно растерявшим навыки, и мог драться только в дальнем бою, а другу приходилось разбираться с врагами в ближнем, чуть ли не в одиночку, потому что башня была очень тесной, и здесь буквально не было где развернуться. Но все же лук пригодился нам и здесь. Когда мы увидели, что дух нынешнего Рождества вселился сразу в двух существ, были сильно удивлены, ведь даже зло смогло объединить под своим началом два таких разных существа. Один из них был огромным воином ближнего боя, а второй хоть и слабым физически, но сильным по части магии. Против него нам помогла лишь одна стратегия – использовать низкий интеллект врага. Мы нащупали точку, стоя на которой дух не понимал, что делать с нами, а мы могли его атаковать. Когда Тангр пал и остался только маленький Зил, дело осталось за малым, и по идее дальше все пойдет куда легче. По идее. Дух нынешнего Рождества научил нас тому, насколько сильнее может быть человек, если он не одинок. Вкупе с карабканием на ту высокую башню это задание было для нас довольно трудным, но мы с ним справились. И остался последний дух, победа над которым должна принести в это место мир и покой. Он находился дальше всех предыдущих духов, и путь к нему был нелегким. Нам пришлось продираться сквозь туманные земли, и для здешних обитателей мы оказались вполне легкой добычей. Если дух ушедшего и нынешнего Рождества так силен, то с духом грядущего мы банально можем не справиться. Ну нахер. Ну ты видел? Видел? Но на деле все оказалось куда проще. На своем пути мы преодолели настолько невероятные трудности, что последний проклятый дух оказался для нас детской забавой. После невероятно тяжелых туманных земель, к которым мы не были готовы, нас ожидал простой черный лес. Проклятый дух грядущего Рождества научил нас тому, что каким бы трудным ни был твой путь, главное продолжать идти. Любая тьма, любое зло и неприятности рано или поздно заканчиваются, и нужно быть стойким, чтобы выдержать все испытания. Заработанные во время приключений деньги мы целиком слили у Хильдир, так как нужно было отпраздновать сегодняшний день. Рождество или Новый год, главное, что в этот день мы были не одни.
На память о нашем путешествии мы вывесили трофеи в нашем доме, чтобы никогда не забыть те 3 урока, которым научили нас проклятые духи. Всем нам следует держаться вместе и не идти на поводу у тех, кто пытается нас разобщить. Одолеть даже самое трудное испытание всегда легче с кем-то, чем в одиночку. И каким бы трудным и невыносимым порою нам не казался бы наш путь, следует отдать все свои силы на то, чтобы его пройти, ведь в конце пути мы наконец-то сможем выдохнуть и ощутить себя по-настоящему свободным. Только мы собрались накрывать праздничный стол, как на наш дом напали. Дух нынешнего Рождества навлек на нас очередное испытание, но с ним мы справились, хоть и не без трудностей. Мы приготовили салат, сварили кашу и накрыли стол. Осталось только стекловатый Новый год спеть, но это будет уже как-то слишком. Наконец-то можно было снять с себя тяжелую броню и облачиться в простую домашнюю одежду. Чтобы красиво встретить праздник, мы потратили все свои деньги на фейерверк и бенгальские огни, но не жалели ни об одной потраченной монетке. Ребята, хочу поздравить вас с уже прошедшим, как минимум по одному календарю, Рождеством и наступающим или уже наступившим Новым годом. В это нелегкое для каждого время я хочу пожелать вам пройти все испытания, что могут выпасть на вашу судьбу, справиться со всеми бедами и невзгодами, и чтобы всякий раз, когда вы покидаете свой дом, вам было куда, а самое главное, к кому возвращаться. Какие бы испытания нас не ожидали в будущем, всегда оставаться людьми и помнить, что вокруг нас полно таких же самых людей, как и мы. Иметь свою голову на плечах, ну и хорошо встретить Новый год и также хорошо его провести. На момент, когда я начал готовить это видео, нас уже было целых 13 тысяч, а пока я его закончил, стало уже 15. Это просто невероятно. Спасибо, что вы здесь рядом со мной и поддерживаете мое творчество. До встречи в новом году. Надеюсь, нас с вами впереди будет ждать что-то хорошее. Когда зажигаются свечи в каждом доме и каждом окне, это пришел праздничный вечер. Пусть на улице вьюга и ветер, но даже они улыбаются мне, и звон часов в праздничный вечер. Новый, 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 Новый год все мечты исполнит. Новый, 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 Новый год мы на год запомним. Новый, 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 Новый год. Не жалейте свечи. Новый, 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 Новый год. В новогодний вечер. Новый год, Новый год, Новый год. Разукрашена золотом елка. В эту ночь город сказкою стал. Море огней в праздничном цвете. Запах мягких зеленых иголок. Долгих месяцев наша мечта пусть дарит мне вьюга свой ветер. Новый, 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 Новый год все мечты исполнит. Новый, 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 Новый год мы на год запомним. Новый, 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 Новый год. Не жалейте свечи. Новый, 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 Новый год. В новогодний вечер. Новый год, Новый год, Новый год. Новогодняя зимняя сказка. И 12 ударов часов станет добрей. Белая вьюга
Пальмы, яркие маски, шум веселых хмельных голосов. Пожелайте в 12 часов счастья друг другу. Новый, 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 Новый год все мечты исполнит. Новый, 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 Новый год мы на год запомним. Новый, 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 Новый год. Не жалейте свечи. Новый, 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 Новый год. В новогодний вечер. Новый год, Новый год, Новый год.